продавать в интернете пиксели прям. Золотая жила. Да, Теперь мы будем зарабатывать всегда. Крутой такой бизнес размутили, но до сих пор ей возвращаем инвестиции. Маски дополненной реальности. Говёнок был. Ну да. Я взял часть маски этого персонажа, перенес на свой физический образ. Прошло 2 месяца, и люди начали ходить с пакетами на лице в магазинах. Мошенничество, огромных масштабов, которое никак вообще не контролируется. Юристы даже этих слов не знают, они не понимают, что происходит, а здесь уже происходят и огромные сделки, и большие продажи, вырастает новый абсолютно рынок. Понять и почувствовать, что такое жить вот в этом странном мире. Парни, привет. Спасибо, что Привет, добрались к нам на Бали ФМ. Никита Реплянский, Константин Макаров. У вас есть известный проект, его многие знают, особенно на западном рынке, это R66 Space. Вот интересно, как вы вообще к этому пришли? Вот тебя могу охарактеризовать как диджитал-художника, причем признанного. То есть я тут у людей поспрашивал. Ты его менеджер, то есть вы партнеры по бизнесу. Вот расскажите, как вы там познакомились, как вы вообще вот к этому проекту пришли, какой у вас путь был до этого? Окей. Да, работаем вместе. У нас такой сейчас совместный менеджмент, на самом деле, всех этих проектов. Потому что продюсирование, оно присутствует вообще во всех проектах. Путь получился такой. Наверное, начну сначала просто про себя, как у меня все это дело развивалось. Примерно с 2008 года я работал в рынке международном видеоигр, начиная свой путь как художника, потом там от 3D к 2D, и был разный экспириенс. Потом я начал работать как менеджер проектов, достаточно крупных, тоже уже в международке. И в 2013-2014 году я начал экспериментировать с какими-то авторскими проектами. Тогда я просто всегда был большим фанатом киберпанка. Меня всегда, прям вот такой фетиш на технологиях, на том, как они влияют на жизнь людей и всего остального. И пришла такая мысль, что вот мы все мечтаем, художники, дизайнеры, писатели, режиссеры о мире будущего, но никто, собственно, это не делает. Вот. А на тот момент уже технологии позволяли сделать очень удивительные вещи прям в Москве или в Питере, типа горбушки или еще чего-то. Ты там можешь купить почти все, что угодно, у тебя есть доступная 3D-печать, и можно собирать очень классные штуки. Вот мы начали экспериментировать, я нашел команду ребят, которые тогда начинали создавать, пробовать применять 3D-печать для каких-то полезных целей, и это оказалась будущая команда Моторики, которая создает протезы рук сейчас, резидент из Сколково. Вот мы вместе познакомились, начали создавать эту компанию, и меня тогда уже поразил вот этот момент распространения технологий, то, что я, минимально изучив новый софт какой-то, то есть практически используя те же самые программы, ту же самые техники, дизайны и всего остального, я начал их применять для создания реальных продуктов, которые вообще меняли жизни людей, и позже это превратилось в достаточно крупный бизнес, который сейчас находится в Москве. И с этого момента, наверное, появился какой-то такой сознательный путь как художника. Я понял, что вот мне нравится это. Это сложные проекты, конечно, но это то, что меня вдохновляет. И с тех пор, в принципе, все, что я делаю, оно так или иначе связано философски с воздействием технологий на жизнь человека, и человек, который оказался вот в этом мире, который меняется быстрее, чем мы его успеваем понять. И на самом деле, чем дальше ты в технологиях, тем меньше ты понимаешь. Ты просто осознаешь еще большую масштабность вот этого гэпа между тем, что ты понимаешь, между тем, что даже законы еще не вышли. Мы в крипте, да, все, и это очевидный пример, когда технология и капитализация этой технологии опережает настолько рынок и культуру и общество, что все происходит, а это даже не успевают, то есть юристы даже этих слов не знают, они не понимают, что происходит, а здесь уже происходят и огромные сделки, и большие продажи, вырастает новый абсолютно рынок, и мошенничество, огромных масштабов, которые никак вообще не контролируется. А это только экономика. То есть это вот всего лишь одна технология внутри экономики. И вот это вот понимание того, что мы зашли в мир четвертой индустриальной революции, так называемой,
где в каждой из сфер, то есть это мы поговорили об экономике, в каждой сфере есть потенциальная технология по масштабам, сравнимая с изобретением парового двигателя или интернета, то есть по воздействию вообще на весь образ жизни людей. Это меня очень сильно вдохновило как художника, и причем мне нравится очень глубоко во все это вникать. Эта идея трансформировалась, мои проекты менялись с годами. В один момент я пришел к пониманию того, что такое метавселенная, что до этого слова не знал. Мне пришла идея, что приходит эпоха экосистем. Вот началось все с этой идеи. То есть то, что в определенный момент, знаешь, да, что есть разделение поколений там X, Y, Z и так далее. И я узнал такой штуки, как поколение C, к которому мы относимся, это поколение контент. Концептуально другая вообще... концептуально другая парадигма восприятия информации, структуры интернета и всего остального, когда человек начинает пользоваться девайсами как порталами в цифровой мир. То есть, вот, может быть, помнишь этот переход, потому что у тебя он тоже происходил совершенно точно. В один момент у тебя есть рабочее место, и ты садишься работать. Потом ты начинаешь там ходить в коворкинге. А в определенный момент у тебя переключается мозг абсолютно на клауд-системы. То есть ты просто понимаешь, что где-то лежат файлы, и тебе нужен какой-то портал, чтобы туда подключиться. В этот момент у меня появилась мысль, что-то происходит глобальное в мире, мир очень сильно меняется. И тогда я придумал такой термин для себя, это смешанная умная среда, то есть смешанное, что физическое начинает переплетаться с диджиталом очень сильно, и при этом это уже смарт-среда, то есть это интернет, который понимает не только твой запрос, он понимает контекст, это искусственный интеллект, который туда внедряется, это среда, которая реагирует на динамику твоих действий и так далее. Просто вот я это начал называть каким-то для себя странным образом, и я понял, что вот это самый, наверное, интересный художественный проект для меня, он должен находиться там. И пришла идея, как раз тогда случился карантин, и я увидел, что, я прав. То есть я 2 года назад там выступал перед карантином с этой идеей смешанной умной среды, в которую мы все погружаемся. А лекции о технологиях мне пришлось читать для того, чтобы людям было понятно мое художественное высказывание. Потому что даже в проектах NFT со стороны, может показаться, там NFT-шные, прикольные игрушки и все остальное, на самом деле зашито очень много философии, которую я упаковываю. И для меня всегда очень важно ее проверить практикой. То есть работает идея или не работает. Ну вот я такой человек. Мне очень важно видеть KPI. То есть для меня меня не устроит просто что-то создать и, вот это прикольно. Мне важно, чтобы оно работало. И появилась идея, то есть самому стать гражданином вот этой смешанной среды. Я придумал себе цифрового персонажа, то есть я подумал, вот у нас примерно будет как-то так работать мир. И я придумал во время пандемии, потому что как я уже на тот момент работал и как инфлюенсер, и у меня было много завязано на реальных физических съемках, это все обломилось. Я думаю, надо что-то сделать. И вот ситуация вместе с философией скатализировали вместе в такую идею создать персонажа цифрового, который будет теперь у меня присутствовать в социальных сетях и во всем остальном. Я придумал персонажа, назвал его R66, с такой вот философией трансформации во что-то. Позже, когда локдаун сошел, я подумал, а почему бы мне полноценно не войти в эту игру и понять и почувствовать, что такое жить вот в этом странном мире. Я взял часть маски этого персонажа, перенес на свой физический образ, и с ним начал выступать, начал коммуницировать с людьми, оказалось, что это прекрасно работает. Люди очень быстро понимают эту идею, концепцию. Конечно, многие смотрят как на фрика, но это было очень смешно, потому что когда я только начал, очень много смеялись над этим, всякое там быдло и так далее. Прошло 2 месяца, и люди начали ходить с пакетами на лице в магазинах. То есть это было такое коварное пророчество. Мы про магию сегодня уже говорили. Вот. И, короче, я начал на себе примерять вот этот образ жизни, когда ты становишься таким фиджитал-аватаром. То есть ты и в физическом мире, и в цифровом, и пробовать всякие разные истории. И с Костей мы познакомились в определенный момент, когда хотели запускать бренд. Еще тогда у нас такого не было сквозного концепта нейминга, который сейчас пронизывает и объединяет как бы все наши проекты художественные. Мы с ним вместе... Бали вообще ключевое место на самом деле, потому что Костя вернулся с Бали. Ключевое слово, наверное. Ключевое слово, да. То есть очень интересно... Только сейчас до меня дошло, как все так закольцевалось. Да, это прямо круг такой получился. Да, и у нас, кстати, тоже первое совместное интервью где-то. Вот, то есть это тоже такой новый экспириенс. Получился круг, что Костя вернулся с Бали,
не Это стал искать новую работу, да? Конец 19 года, начало 20 года. Да, Вот я перед думаю, что ты пандемией. Вот прям можешь, перед вот карантином. здесь как раз ты можешь, наверное, Да-да-да. начать свою версию. У меня не такая, конечно же, история про цифровые аватары. Я пришел вообще из оффлайна, то есть я занимался фото, видеопродакшеном. Последнее место работы у меня было как креативного директора бренда. Вот. И так получилось то, что на конец 2019 года я уволился, улетел на Бали, провел здесь месяц. Это был первый раз, когда я прилетел на Бали. Я был невероятно влюблен в это место. И так получилось то, что прилетев потом в Москву, у меня было четкое ощущение, что месяц мне было крайне мало, и мне 100% необходимо сюда еще не раз вернуться и на подольше. И вот оно у меня прям тогда еще как семечко засело и начинало потихоньку прорастать. Март-апрель 2020 года, по-моему, мы с Никитой познакомились через нашу общую подругу Марину Рос. Спасибо ей большое за такую удачную встречу. Я на Никиту, на самом деле, был очень давно подписан в Инстаграме, мне кажется, за года 4 или 3 до того, как мы вообще познакомились. Я о нем как раз-таки узнал через маски. Он делал маски дополненной реальности в Инстаграме один. Да? Да-да-да. Один из первых был. Да, один из первых. Там тогда... Говенок был. Ну да. А Никто сделал уже сразу тогда артовые, совсем, примерно такого и формата как раз-таки, да. И я был среди тех, кто на него тогда в большом количестве как раз-таки подписывался. Наша общая подруга Марина, она нас познакомила. Я написал ей, на самом деле, я увидел Никиту у нее в сторис. Я написал то, что если Никита вдруг захочет делать бренд, я готов в этом плане помочь, потому что у меня есть опыт, я понимаю, как что работает. Тогда, естественно, подразумевал бренд одежды, потому что я, в принципе, из одежды пришел, у меня там неплохой такой опыт, и я, естественно, предполагал именно шмотки. Вот. И нас Марина буквально там через месяц, наверное, после моего запроса она нас свела. Мы познакомились, сразу нашли контакт. На следующий день я поехал к Никите на студию. Мы там весь день провисели, проболтали, поняли, что в целом у нас по интересам матч. И начали планировать бренд одежды. С Мариной мы общаемся давно, у нее технологическая компания в Москве, они занимаются нанотехнологией, химией там и прочим, и они в этом большие спецы. Я к ним пришел до ковида и сказал, я делаю классные аксессуары, давай добавим к ним функциональности и пойдем в Азию, потому что в Азии проблемы с чистым воздухом, со всеми делами. Говорит, слушай, вообще-то есть такая штука, то ли для нефтянки, то ли для чего-то. Они искали, находили материалы, которые при форм-факторе обычной медицинской маски дают степень защиты респиратора, я забыл сейчас. FFP2. FFP2, да-да-да. Мы такие, давай делать. И в итоге получилось очень крутой замес, что они успели подготовить команду к моменту пандемии. То есть пришла пандемия, и у них просто в итоге их гидроп-компания, наверное, самые лучшие маски в России и в СНГ делала. В них ходили все, там, от звезд до обычных людей, а мы взяли и начали запускать подразделение люксовое, то есть, которое выглядит круто и классно, и с Костей мы очень крутой такой бизнес-план размутили, что, на самом деле там много чего случилось, просто в один момент мы решили закрыть проект, Марина выступила нашим инвестором, и вот мы до сих пор ей возвращаем инвестиции. Нет, потому что в определенный момент вот случилось, наверное, такое, это Костя тоже может рассказать, как я ему поведал, что такое NFT. Просто в один день он пришел на работу. Да, у нас из-за этого, на самом деле, мы начали делать маски, и у нас оно вроде бы неплохо пошло. Нам хорошо пошло. Да-да-да. Потому что они были... Они стоили достаточно дорого. Мы отшили там несколько первых партий, они начали продаваться, у нас там лудос красивый был. В общем, готовый продукт. Мы уже, на тот момент у нас была запущена партия масок, и мы уже начинали дальше продумывать футболки, худи и расширять коллекцию. У нас вот подход, что там. На самом деле это может быть странно. Наверное, потому что я и по образованию, и по ментальности не совсем уж такой художник. Но мне подход достаточно такой жесткий, прагматичный везде. Сначала проверить, рынок работает, не работает. Потом понимаем, что вот это работает. И сейчас мы уже будем собирать
концептуальную структуру, потому что, например, какие-то имиджевые штуки и так далее, они часто большие по затратам, но они создают уже value, то есть их круто на какую-то основу делать. То есть, опять же, те же игрушки, сначала мы точно придумали, что все работает, вот сейчас оно там уже трансформируется в очень мощный проект. И вот на тот момент также было, что начался как раз переход от такого ходового продукта к каким-то уже решениям более... Да, мы вот думали расширять коллекцию, и аксессуары разные делать, и одежду, и так далее. Но у нас уже эскизы лежали, там скетчи какие-то, лекала... Даже не лекал, у нас уже готовые образцы были согласованные, финальные, то есть нам оставалось их там просто принтовать. Да, я, кстати, в футболке сижу одной оттуда. Да. Ну, в смысле, просто образец, базовый, который мы там делали. Оставалось только принтовать и уже запускать производство. И тогда вот это примерно ноябрь, по-моему, был. Никитос в какой-то из вечеров мне начал рассказывать про то, что он свой арт, у него всегда арт был, который он рисовал как художник, и он мне начал рассказывать, что он свой цифровой арт сможет продавать в интернете пиксели прям. Дело в том, что я очень люблю экспериментировать как раз со всеми этими темами. Я в крипте-то с 2017 года примерно, то есть когда еще и ICO были, там всякие такие штуки. И у меня осталось очень много знакомых, и мой хороший друг Джордж, мы с ним тогда все крутили идею, как нам крипту связать с искусством, со всеми делами, но было рановато. И вот в один момент он мне настойчиво очень прозвонил и донес, как это все работает, и рынок был настолько страшный тогда. То есть у меня выстраивалось имя, мое агентство, с кем мы работали на Межнаре, это Trash Muse, они в Берлине, и есть имидж, все остальное они мне там питчат серьезным брендом автомобильным и так далее. И я вот думаю, я сейчас вот в эту шнягу пойду, и меня же будут due diligence, как это правильно? Глагол от этого, проводить DD, и найдут вот эту вот очень странную хрень, которой я занимаюсь, тем более в теневом рынке, непонятно, что будет, я думаю, пофиг, попробую. То есть тогда это был совсем не такой хайп, как сейчас. Это ты заходишь на Super Rare, там были абсолютно говёные работы, почти не было никаких интересных художников, может быть, парочку. Там был X-Copy, который гений абсолютный, я считаю, просто Бэнкси в жанре NFT, или около того, или я не знаю, с кем его сравнить, потому что там еще Пак есть, тоже с таким гениальным вайбом. Вот. Но было очень мало артистов, и выложил я работу, начали приходить ставки какие-то там по несколько сотен долларов, я такой, я не буду продавать, я не буду продавать арт дешевле, чем если бы я его делал на заказ, совершенно точно. И я просто выставил везде минимальные цены и забил. И потом в один момент прихожу, мне там все выкуплено, и такое, вот тогда я уже начал... Вот это был как раз-таки тот момент, когда я Косте сказал. Когда уже понеслась, а Никита мне до этого рассказывал, соответственно, как раз-таки, видимо, в принципе, про NFT я не особо так все осознавал и понимал, по понятным причинам, картинки в интернете. Я даже больше, до сих пор не понимаю, я просто про людей, которые в технологиях, как я, вот на самой передовой, я об этом всем рассказывал несколько лет. Я рассказывал об этом, не понимая, что такое метавселенная, потому что не было такого слова. И даже при всем при этом, что я об этом лекции читал, я ни хрена не успел понять. Вот просто ты реально не успеваешь. Это с такой скоростью происходит. Если бы я на тот момент понимал вообще масштаб того явления, которое сейчас произойдет, вот это повальный переход на блокчейн-экономику и на что такое... то есть NFT для меня это просто... Это такой первый адекватный шаг соединения экономики обычного мира с метавселенной. То есть это просто объекты, которые продаются в метавселенной сегодня. Почему они в таком виде? Потому что это понятная форма. Там послезавтра будут технологии, нам дадут новый интернет какой-то, появятся новые объекты. То есть сейчас это визуальная работа и аватарки, потому что это понятный продукт. Но это вот просто первый этап. Вообще было непонятно. При том, что я об этом думал, я об этом читал лекции, это вот абсолютно не очевидно. То есть там, когда произошла волна, ты просто не можешь поверить, что это происходит. То есть я когда об этом рассказывал, я думал, это будет, может, через 200 лет, через 15. А сейчас мы пока позанимаемся какой-то базой, брендом. Мы не думали, что мы прям деньги там сильно заработаем. Это скорее был... На бренд-аварность это определенно. Да, это было на бренд-аварность. На узнаваемость и так далее. То есть, потому что у меня были коллаборации, там еще другие источники доходов и так далее. И здесь внезапно просто весь процесс у тебя
ломается, мы видим, как начинаем просто терять деньги, потому что у меня есть проекты запущенные, которые я не могу остановить в интернете 2.0. Ну, вот так вот, я думаю, мы будем сейчас разделять, потому что в команде мы часто так и говорим, что есть веб 2.0, веб 3.0. Вот из веб 2.0, потому что там вообще все другое, ну, очень много другое, по крайней мере, не все, но почти все. Концептуально вообще все, наверное. Остались проекты, которые мне нужно закончить, потому что это крупные коллаборации. То есть там я дорос до того, что вот наконец там приходят и Adidas, и другие бренды, с кем мы начинаем делать серьезные коллаборации. Слава богу, с Adidas они вот пришли в тот момент, когда у нас уже было... Сформирована какая-то NFT-база именно. Да, об этом тоже расскажем еще. И... ты не можешь и там отказаться, потому что это карьера, которую ты строил несколько лет, и вот она пошла в гору, то есть там прям пошли крутые проекты. А здесь ты просто видишь, что у тебя... Непаханное поле. Да, непаханное поле, голубой океан, вот этот вот... Я забыл, чья это концепция, там, красного и голубого океана, не освоенный вообще вакуум. Рынок. И у тебя просто сквозь пальцы утекают деньги, потому что ты не успеваешь сфокусироваться на NFT, потому что там просто нужно быть 200% времени, и мы срочно закрываем бренд, то есть мы не успели все вложения отбить там и так далее, а там прилично у нас пошло, потому что по маскам мы прям сразу, то есть у нас был основной продукт, поэтому мы в него нормально вложили, ну вот именно маски, которые были качественные, дорогие, они в производстве дорогие были, стоили там порядка 1500, да, по-моему? По-моему, да. Но ее можно носить там месяц. Да. И она и качественная, и многоразовая там и так далее. Вот. И вот случается, по-моему, как раз-таки ноябрь, когда то ли ноябрь, то ли декабрь, когда начинают сыпаться ставки, выкупать работы у Никиты. Да. И мы в тот момент вот принимаем решение, что нужно сейчас быстро адаптироваться под новые реалии, быстро заниматься новым форматом бренда, точнее, не новым форматом бренда, а создавать новый бренд, потому что тот бренд у нас назывался по-другому, не R66 Space, соответственно. Мы начали с того, что... начали готовить игрушки, как раз-таки R66 Toys. Короче, была какая история, что мы еще бренд продолжали как-то вести, предыдущий, и параллельно продавался активно арт, который я делал, мастерписы отдельные, и они у нас уходили там по несколько тысяч долларов тогда, у меня, потому что да, тогда еще я сам просто их... создавал и минтил, пока так изучал рынок. И пошла волна, я в авангарде наших СНГшных художников как минимум. Многие ребята хотят стать к этому причастны, это все стоит дорого. А у нас есть аватар, о котором я рассказывал. То есть вот этот аватар, он все так же существует, R66. Мы подумали, что можно такого придумать. А как раз очень классно получилось, что много факторов совпали в тот момент. Во-первых, мы с Костяном уже очень круто набили шишки на первом бренде, то есть мы уже сработались в разных негативных ситуациях. Это самое важное, потому что в хорошем это с любым сможем. Самое главное, как вы проходите кризисные ситуации, какие-то кризисные точки вместе. У нас уже был опыт в этом. И при этом Костяна как раз затащила в плане интереса, то есть если мне до сих пор и тогда был интересен именно арт, вот какой-то такой одиночные вот эти NFT, мастерписы, художественный путь, вот, философия и так далее, Костяна люто затащила тему коллекционок. Потому что, во-первых, он гораздо больше знает широкий рынок популярной культуры, потому что я со своим гиковским сознанием, я в очень узкой нише нахожусь, и воспринимаю определенным образом мир, и более того, мне надо сохранять условно свою уникальность, не разбавляя ее лишним. А у Костяна как раз был опыт работы в широкой аудитории, и поэтому лучше он и понимал, как работают коллекционки, потому что много аналогий знает. То есть, например, там рынок коллекционок, в принципе, он мне показывал вообще там игрушек, в смысле обычный, офлайновый. Да-да-да. Вот. Там всякие Bear-Bricks и так далее, но это сейчас самый то есть он пример. там чуть ли не готовил мне эти питчи о том, что происходит. Такие, ну смотри, у нас есть аватар взрослый, и мы его не сказать, что сейчас так поддерживаем, потому что это оказалось очень ресурсоемкий. То есть если сделать цифрового инфлюенсера, это целую студию надо иметь, которая будет его сопровождать и обслуживать. То есть это все такая большая серьезная работа. Давай, короче, сделаем маскота. Какой-то маскот из нашего аватара. У нас есть образ, он прикольный, классный, мы его продумали. Давай-ка замутим просто мерч. Вот у нас была идея с брендом, для бренда аварности, а мы сейчас сделаем мерч, который будет, цифровой мерч, наши коллекционные игрушки на базе твоего бренда.
давай, типа, попробуем, сделали, дропнули там 40 штук или сколько там было, что-то Да, такое. первые 40 штук были. Вот, и он разлетелся, просто там 40 его минут. разобрали за 40 минут. Даже делая первый шаг, мы понимали, что это бренд. Но мы не понимали еще вот этой простой математики, что вот за этим успехом пришли люди-коллекционеры, которые принесли нам свои деньги. И то есть, с одной стороны, мы увидели успешный кейс, а с другой стороны, мы увидели людей, которые теперь ждут от нас следующего дропа. Ну, они вас знали, то есть это не холодная аудитория, это какая-то... люди, Ну, Нет, которые это за вами была холодная аудитория. У нас русских коллекционеров, может быть, человек. То есть и сразу это успех, и сразу финансовый Нет, успех. там сразу. все разом. Там и поддержали и друзья. Да, там и кто свои хотел. были, Мгм. и какие-то новые. Я очень много времени провожу внутри истории продаж наших всех игрушек и так далее. Я до сих пор пересматриваю продажи самой первой игрушки, вижу, что там довольно большое количество имен, которые мы до сих пор, в принципе, не знаем, что это за люди, что это за коллекционеры тогда купили и так далее. При этом же там, я думаю, что человек 10-15 точно было, которые из комьюнити и художников Никиты поддержали, и какие-то, возможно, и подписчики Никиты были. И для нас, естественно, первый дроп, он был абсолютно успех, потому что мы даже не могли предположить, что у нас 40 минут. за 40 минут уйдут все. Там, причем сумма такая, для нас, тем более на тот момент, и для нового продукта. Это был неожиданный успех. Да, Вот да, это вот я бы так да. сказал. То есть это А когда о ты... финансах сколько примерно? Это когда ты планируешь, типа, долго вкладываешь во что-то, и там не работает, а здесь просто внезапно у тебя так случилось, ты такой, Выше о, уровня ожидания. так, да, типа, надо сейчас пересобрать, кажется, вот здесь что-то работает. Да. Ну, то есть, когда там вообще не планировалось, а там, где планировалось, например, не работает. Хотя, То есть, если какой-то честно, такой даже не смысл. предполагали, какие могут быть. Мы тогда вообще в плане стратегии настолько сильно не думали, мы не рассматривали разные расклады. А что если у нас медленно будет продаваться, что если быстро продастся. Вот мы релизнулись, сделали анонс, и все, вот оно ушло. Ну, там можно посмотреть в истории. Ну, в общем, там 6-10 эфиров сразу. Ну, не 10, но Ну, что-то. там что-то нормально было. И это конец 2020 года. Или 21 же. Эфир сколько? Это начало 21-го. Это, по-моему, февраль-март или март-апрель. Вот что-то типа того. А команда уже была, то есть они помогали создавать коллекцию. Нет, это все я делал. Это все делал ты. Нет, я делал, арт-директил, и я попросил вот нашу будущую ключевую художницу, которая к нам присоединилась прямо на постоянке сейчас, наш самый ключевой персонажник, мы ее очень долго хантили, чтобы создать вот те условия, на которые она к нам придет на full time, потому что это просто наша звезда команды. Лена, привет тебе, Да, спасибо. Лена, приветик. Лен, привет. Вот. К сожалению, она сейчас с Бали уже в Москву улетела. Так бы с удовольствием, конечно, всей командой встретились. Причем с Леной у нас там тоже там отдельная история, это можно делать тоже. Она сама международная фэшн-модель с очень крутыми съемками, то есть она весьма известная в СНГ, именно фэшн-модель. И не помню в каком году, в 17-м, что ли, она поменяла профессию, она не постит никуда свои работы, а при этом ее там бэкграунд просто дикий, там от фильмов до чего угодно. А мы с ней начали работать, когда я делал еще аксессуарные всякие фэшн-истории, там наши съемки, которые мы делали, там сейчас на Пинтересте во всех предложках есть практически, есть там по киберпанку заходить. И она, то есть она мне помогала с 17-го года, по-моему, еще когда мы протезы снимали и так далее. Я знал, что она перешла как раз вот в стилизованный такой арт. Мы с ней встретились, рассказали ей идею, задачу, придумали, что как сделать, потому что я бы так не смог круто стилизовать, как она, нашего персонажа. Потому что у меня руки заточены под более... как правильно сказать, ну не взрослый арт, но такой более реалистичный, более суровый, агрессивный. Ну, то есть у меня такие... Она смогла более няшным его таким сделать, игрушечным, милым. Ну, потому что, да, она специалист, она работала в студии мультфильмов как раз в тот момент художником по персонажам. И она его адаптировать нам помогла. То есть я сделал наброски, мы с ней посидели вместе, придумали вот этого чувачка, а уже там сцены, и вот дальше все, что с ним мы делали, это уже я руками делал сам. То есть у нас не было тогда еще в Штатах, прям в штате художника, просто вот она нам помогла на этой точке, пошла работать дальше. И потом потихонечку мы ее к себе... В течение года, наверное. Потихоньку заманивали. Да. На тот момент это было диджитал, физических игрушек не было. Нет, еще не было физических. Как ваша идея кому? Оно на самом деле как-то на поверхности лежало, и оно всегда, Никита, вот все вот эти физические маски, в принципе, уже очень давно делал еще задолго до NFT. Там был вопрос чисто, в какой момент нам дропать физическую и как. То есть был только такой вопрос, потому что у меня уже на тот момент несколько принтеров стояло, поэтому для нас был вопрос только
как правильно дропать физические игрушки, в какой момент, потому что, конечно, фиджитал дропы — это отдельная вообще история, и они пришли чуть позже. Начались они сразу с обалденной коллаборации с Андреем Бергером. Это московский художник. Да. Очень крутой. Очень крутой, потрясающий художник. И мы с ним и дружили давно, мы ждали вот момент, когда нам что-то вместе сделать, потому что можно было и цифровую, в принципе, сделать штуку. Но выбрали сделать фиджитал объект. Андрей, он как раз-таки из физического мира, Мгм. а Никита, он как олицетворение цифрового мира. И вот тут как раз-таки на стыке цифры и физического мира как раз-таки мы и смогли первый наш фиджитал коллаб сделать. Есть смысл объяснять, что такое фиджитал? Ну, это... Ну, это physical, да, плюс digital. Получается, Это такое вот то, что я тогда новое слово называл digital, смешанной digital. средой. Да. Потом внезапно появилось слово фиджитал. И когда я увидел его уже в рекламе там Альфа-банка, например, про фиджитал офис, я понял, все, типа, нормально, время пришло. Оно сейчас становится понятно широкой аудитории. И это очень круто. Сейчас еще люди привыкают к этому слову, но скоро станет это вообще совершенно понятно. Потому что за фиджитал будущее. Я про 3D принтеры спрошу, то есть это получается на софтине создается какая-то модель и просто загружается в принтер. И Нет, не получается, просто. как Он это так, происходит? он так Вообще не просто. печатает. Он не печатает так, как принтера, которые печатают на обычной бумаге. Какой бы ни был качество принтер, в целом ты с ним работаешь как с кастомным мотоциклом. То есть это постоянно, вот абсолютно постоянно ты его фиксишь. Ты учишь какие-то настройки, то есть вот эти все микровещи, у тебя может быть один и тот же материал двух разных цветов, абсолютно по-разному себя вести. То есть это в итоге, когда мы уже обросли командой, ресурсами и всем остальным, у нас сейчас теперь отдельный человек, взрослый инженер, который ведет все связанное с разработкой физической, потому что это совсем не просто так. Цифровые модели плюс-минус, да, подготовить не сложно, в моем случае, когда уже опыта много. А вот физическая тема, это вот прям каждый раз удивительная тема. И мы еще тогда открыли для себя и принтера новые. Кстати, тоже компания российская Hardlight. Это принтера одни из самых лучших вообще, которые я видел. Они очень грамотно пошли к разработке совместной с Китаем, как я понял, часть там, часть здесь. И нам вдруг внезапно становится доступный материал керамик. Керамика. То есть такая. это вот не просто 3D-печать, это вот прозрачный тоже, на нем уже, по-моему, напечатанный, это прозрачный пластик, а там пластик с настоящей крошкой керамики. Мгм. И то есть вот эта игрушка, которая оттуда выходит, она просто вот на ощупь как реально керамическая. И вот чтобы им научиться печатать, мы столько времени потратили с этим всем, нам помогали и специалисты оттуда, и сами мы экспериментировали. То есть время это очень много занимает. Прям вообще там в 5 раз больше времени, чем сделать цифровую А версию. себестоимость примерно, вот, то есть 30 сантиметров на высоту. Ну смотри, Слушай, тут, во-первых, цена принтера. То есть принтер сам стоит порядка 300-400 тысяч, который сможет напечатать тебе просто цельную сотрудник. игрушку не по кускам. Сотрудник. Сам пластик стоит не очень дорого, там что-то нет. Ну, я думаю, что мы банку где-то на него истратили. Да, Учитывая это- тесты, может, банку, может, две. Нет, больше ты что. Там несколько банок ушло, пока Может мы быть. тестировали. потому Короче, что там мы- материал, он тоже ни Я думаю, разу... что даже вопрос себестоимости вообще некорректный. Я думаю, что лучше... Нам на самом деле... Себестоимость, наверное, можно мерить, когда у тебя потоково это идет. Да, нас Вот. уже не раз спрашивали про себестоимость физических игрушек, и мы не можем нормально ответить, потому что оно все равно еще там такое количество тестов, то есть мы это все равно пока что на поток сами Ага. не можем поставить. Это совершенно другие масштабы нужны. И поэтому оно все равно даже сейчас через какие-то тесты проходит, даже с нашим инженером, который, благо, гораздо круче справляется в этом плане. Не гораздо лучше, а типа в 50 раз лучше, Да. чем мы, потому что он Профессионал. на этом профессионал, специалист. Но я скажу глобально так, при том, что у меня куча лет опыта в этой теме, при том, что мы уже сделали не один проект, до сих пор по всем затратам это в самом лучшем случае 0. Ты выйдешь. Мы это делаем, потому что это создает дополнительную ценность вообще пространству NFT, во-первых. Во-вторых, нашему бренду Awareness. То есть для нас мы приняли такую позицию, что мы физические проекты, фиджитал проекты будем делать только те, которые нам только самим в кайф. Потому что как бизнес-часть, но это вот это веб 2.0 условный, а вот есть веб 3.0. Мгм. И вот это вот просто в 10 раз больше проблем, затрат, расходов, переделок, время рабочего, потому что когда ты этим занимаешься, ты не создаешь другие проекты, да, то есть когда ты вот этим занят. И так со всеми продуктами, которые мы делали. Поэтому мы оставляем сейчас в физическом мире
Только вот прям штуки, которые вот реально по кайфу. То есть я дальше буду точно делать маски. Мы решим, либо я сюда буду привозить производство, либо я буду с Москвы присылать сюда готовые аксессуары, потому что у нас там парк принтеров стоит, у нас там целая куча принтеров и опыта с ними работы. Но это вот чисто потому, что мне в кайф. То есть это не как источник дохода точно. Мне очень понравился Баронг. То есть не все знают, что тут на Бали есть такой демон известный, Баронг, который совмещает там кучу эмоций. Он одновременно и ужасный, и милый, и добрый, и злой. То есть Ну, как я. Как ты. И мне очень хочется, ну это же Бали FM, может ты видел на Ютубе эмблемка у нас, Баронг на эмблемке. Да-да-да, кстати, я хочу точно. Мы же увидели это. Я хочу фиджитал Баронга, я хочу и физическую версию, и диджитал. Это реально вообще сделать? Если Да, это реально. Это сделать реально, только вопрос. Но придется заморочиться нормально так. Ну, на самом деле, у нас модель же есть готова. То есть ее просто нужно адаптировать под печать и потом с этим помучиться. Но есть вероятность, что здесь гораздо более аутентичные, крутые штуки есть местные. Это был первый, наверное, культурный шок здесь на Бали, когда я увидел, что они делают на фестивале. Мы как раз попали на, как он называется, Ньепи. Ньепи, да. А, Новый да, год Ньепи. местный. Это Фантастика просто просто. мясо. Это просто мясо. То есть мы вживую, когда видели, то есть я как художник же понимаю, что они сделали вообще. То есть когда там рядом недалеко от нас собирали одну такую скульптуру, прям ну практически с Это же нуля. папье-маше, но на выходе это выглядит просто невероятно. Мы не понимали, мы проезжали много раз мимо одного из храмов, где они же у себя вот в храмах, где они собираются, да. они там их и собирают. И мы там пару недель, наверное, ездили, мы не понимали, что они там мутят, потому что у них там и музыка еще играет, Да. и вот они что-то там создают, и потом уже, когда Ньепи приходит, это все выносится уже на улице, и ты понимаешь, что они все вот эти 2 недели как раз-таки лепили вот этих сумасшедших каких-то абсолютно монстров. И я еще в прошлый раз, когда я был на Бали, я не попал на это, и я даже, если честно, и не знал. И сейчас, когда уже попал, удалось наконец-то познакомиться с этим еще и вживую. И мне ребята мои, с которыми я в прошлый раз ездил, они такие, блин, чувак, тебе фартануло прям очень серьезно, потому что многие сюда едут прям на Ньепи, мне рассказывают. Да, может со стороны показаться, что это какая-то вот местная штука, которой ты приехал, просто удивился диковинке. Там просто люди не понимают масштаба и качества этой работы. То есть и у нас был просто шок. То есть когда мы увидели вот это вживую собранные эти штуки, которые там по Чингу возили, то есть такие темы там в Зебраше у нас художники не все собрать могут. Они это из реальных объектов, то есть это просто пушка. Это обязательно надо показать, потому что я думаю, те, кто здесь не был, они не понимают просто, о чем речь. То есть, и когда мы это, конечно, вживую увидели, там вопросов не было, то, что у нас балийская игрушка будет обязательно под воздействием культуры местной сделано. Да. Я этот вопрос копал, там же еще метафизически очень смысл глубокий. То есть они все свои негативные эмоции, там всем своим силом вот в это вот чудище вкладывают, и потом, когда они его проносят по улице, они шумят, чтобы со всех углов, со всех домов вся нежить собиралась, видео это чучело прилипало к нему, то есть вся негативная энергия. А потом они, по идее, должны это сжечь. И потом день тишины, когда не работают ни аэропорты, ни школы, все закрывается, электричество гасится, мобильная связь гасится, и день тишины, потому что из океана выходят монстры, и они гуляют по острову, и если они встретят людей, они подумают, что остров обитаемый, и останутся на острове. А если не встретят, то они уйдут обратно в воды океана, и год будет на острове хорошо. Вот они в это верят. Я так с местными плюс-минус пообщался, вот информацию постарался за минуту донести. Это вот так. Очень интересная культура, супер необычная. Микс здесь вообще уникальный, конечно, культура. Это индуизм, буддизм, тут все вместе. Баронку уже можно где-то взять на Супераре. Нет, на Супераре у нас только мои авторские диджитал работы. У нас вся коллекция это Rarible OpenSea. Да, Rarible OpenSea. R66 Space, а конкретно там проект R66 Toys, про который ты говоришь, вот эти игрушки наши, они у нас такой полупартнерский проект с Rarible. Так повелось, что мы с ними на той площадке начали, и то, что мы с той стороны столько получили и поддержки, и вот коммуникации постоянной. На начальных этапах, да. Они с самого начала, они задали себе целью, как площадка, поддерживать каких-то молодых в индустрии художников, и у них и сайт предрасполагает к тому, что у них там куча баннеров постоянно, они на эти баннеры просто так еще по своей инициативе высвечивают каких-то художников, помогают им с продажами. Вот у нас там тоже несколько раз ребята нас саппортили, за что мы им прям невероятно Я, насколько благодарны. знаю, Rarible-то тоже на Бали зародился, нет?
Они не Не здесь, уверен, по-моему? не уверен. И, по-моему, разработчики его делали... Вполне вероятно, какой-то я не период удивлюсь. точно. Metamask здесь. Ну, все. Первая Давай. коллекция продана, успех, 40 минут. Что дальше? Дальше мы... Боль? Боль? Нет, пока... Нет, сначала было счастье. Сначала было убеждение, что вот такой NFT-мир прекрасный. Золотая жила. Да, Теперь мы будем зарабатывать Да, всегда. да, А в выкладываешь следующий раз, игрушку, наверное, за 20 минут или за 5 минут все. выкладываешь игрушку, ее покупают, ничего не делаешь. И мы уверенно так начали делать вторую. Через пару недель подготовили ее, заанонсили, выложили. Там было 30 штук, по-моему, их. Ну да. Тоже по 0,25, по-моему, мы их выставляли. Купили, по-моему, штук 15 или штук 10. В общем, и все на этом. То есть первый день у нас закончился разочарованием и непониманием, что происходит, потому что мы были абсолютно убеждены, что у нас теперь все будет моментально уходить. Плохие продажи, мы не понимаем, что делать, немножко депрессуем. Потом где-то через день мы понимаем, что надо все-таки что-то с этим делать. Это не здесь, это вот на третьем дропе. Здесь еще, я не помню, каким-то образом, что-то мы... Это был абсолютно бессознательные продажи. Это вот просто у нас работало, и каким-то образом мы что-то просто делали, и как-то у нас оно там допродалось. Третий дроп мы решили сделать бандл. И бандл — это когда у тебя целая коллекция внутри коллекции, то есть вот объединенная темой Вуду. 3 игрушки. Да, мы экспериментировали, придумали, а давайте сделаем Вуду, придумаем, как будет. Так, ребята, у нас на студии отключился свет. Вот это все работает на аккумуляторах. И так бывает, но мы продолжаем записывать интервью. Из-за хайпа, жажды денег инфлюенсерами стали всякие говноделы. Ты начинаешь разбирать вот этот успешный кейс, вот этот успешный кейс, третий успешный кейс. Это чуваки, которые повлияли реально там на культуру, на искусство, ну, на среду, в которой они происходят. Самые успешные штуки, они были зачастую вообще невыгодны. Я просто хочу принять в этом участие. Что-то в этом есть притягательное, вот там происходит будущее.